Послание для России. Сначала само послание в стихах, а потом комментарий. Послание звезд о новом вам не скажет. Не сможет кто прозреть, себя накажет. Не сможет совладать с великой силой, что хочет управлять землей Россией. Та сила, что творит здесь преступление и хочет разорвать иное племя, отнять ту жизнь, что правила здесь вечно, чтоб уничтожить род весь человечий. Звериный род оскалы жуткой пасти, что хочет принести на нас напасти. Проснитесь, люди, родичи, не спите, свою вы Божью силу пробудите. Забыли вы о том, что вы как боги, что силой обладают, как свароги. Не видите, рога торчат оттуда, угрозу нам несет зверья паскуда. Не будьте вы ничтожными, гнилыми, за жадностью становитесь слепыми. Запомните, великая победа придет, когда вы вспомните про Веды. Такое напоминание, по большому счету, это послание, его можно отнести ко всему миру, ко всей земле, но хранители хотят, чтобы это послание было именно для России и для людей русских, объединенных силой русского духа. Давайте я скажу так, потому что у нас страна многонациональная, да, и, в принципе, это хорошо, потому что мы как такой многосложный компонент, и это тоже делает нас неуязвимыми. Здесь особое внимание для тех, кто сейчас вовлекает нашу страну очень энергично и пытается следовать той системе, правилам той системы глобальной, которая служит против человека. То есть глобальная система, объект ее – это человек, его свобода, его воля, это насилие над человеком в разных формах, всевозможные эксперименты над младенцами, над женщинами, над детьми, над мужчинами. И наши представители власти, чиновники, политики, бизнесмены должны отдавать себе отчет, куда они вовлекают, принимая те или иные законы, нашу страну. Потому что каждый должен помнить несколько важных вещей. Во-первых, вы родились в этом месте, вы должны ему служить. Вы должны служить этому месту, а не создавать такие условия и не вовлекаться из-за разных там интересов, да, личных, эгоистичных. И эту страну, это место раздирать, разрушать и отдавать как на откуп, да, вот этому зверью. Потому что у нас в мире есть род человеческий, а есть нет. То есть вы не должны класть нас на заклан, как овец, как жертвы, потому что вы должны помнить еще пару вещей. Второе. Когда вы ставите свои подписи, служить на своих местах и издавать законы, подпись каждого человека – это печать, это его клятва перед Господом Богом. То есть он несет ответственность. Я понимаю, что это серьезная ответственность, это серьезная нагрузка, это не просто там выйти пивка попить. Но тем не менее вы на себя взяли эту ответственность. И каждый будет отвечать на высшем суде. И если человек принимает такие решения, которые служат против Отечества, против людей, то это ложится пятном темным на весь род. И я вообще... я знаю, но лучше не знать иногда, что ожидает не просто человека, а его душу, ибо надо помнить, человек смертен, и много ему не надо, а душа вечна, и что ждет ее, уже исходит из того, какие он совершил преступления против человечества. То есть, поэтому еще раз такой призыв, в принципе, каждый из нас служит людям на своем месте, каждый это должен делать, но особое внимание тем,
кто пишет законы, по которым мы будем жить, по которым будет жить наше общество. И не надо считать, что кто-то избежит гнева небес. У меня были еще послания для тех, потому что есть люди, которые самоуверенно считают, что подземные города, подземные бункеры, которые строятся в большом количестве, которые уже есть в большом количестве, они спасут отдельную категорию людей. Мне было послание: не спасутся. Прям целенаправленно именно для этой категории людей. Для тех, кто строит подземные бункеры, чтобы спасти свои шкуры, когда остальное человечество будет находиться на грани, будет страдать. Ребят, нет, не спасетесь. И отдельно для тех, кто себе готовит усиленно плацдарм на других тоже планетах, да, и считает, что они смогут спокойно туда тоже улететь и там свое семя туда, собственно, тоже сохранить и так далее. Для вас тоже пути отрезаны. Никому вы там не нужны. То есть вот эта вот самоуверенная, человеческая, амбициозная какая-то история, ну, уже тут вряд ли человеческая, да, в чистом виде, там точно бездушевная, бездушевная, но тем не менее есть люди, которые в это вовлекаются, в эти процессы, и являются преступниками против человечества, против своих же граждан, против той земли, на которой они родились. Да, разрушая ее, разворовывая, уничтожая, да, издавая какие-то преступные законы. Вопрос: для чего вы это делаете? Почему вы это делаете? Почему не делать то, что несет людям изобилие, то, что создает среду для развития плодотворную? Вопрос вам: в какие игры глобальные вы вовлекаетесь? Мы понимаем, что это одна большая игра, но эта игра стоит страданий людям. И если, еще раз повторю, кто-то думает, что он избежит, не избежит, ляжет темным пятнищем на весь род. И он просто, такие рода, они их не оставляют. А кончится все тем, что, в принципе, здесь никого не останется. Такими темпами. И с такими целями по уничтожению людей, именно человеческого рода, и подмена его на абсолютно другой, с другой генетикой, с другой кровью, да, с клеймом. Вопрос: думайте, когда пишете законы, и каждый должен думать на своем месте, что он своими действиями, своей деятельностью привносит в этот мир. Он служит его уничтожению из-за своей слепоты, из-за своей жадности, или он служит тому, чтобы этот мир процветал. И подумайте, почему вы выбираете то или иное. А послание выше еще раз переслушайте. И здесь, наверное, еще важный момент такой я бы хотела отметить. Почему именно на Россию делаются такие ставки, да? Потому что все-таки, несмотря на все тоже наши внутренние сложности и внешние сложности, в принципе, одно отражает другое, мы это понимаем, внутренний кризис и внешний кризис, они всегда, это связка одна. Потому что мы намного ближе, как я сказала, к пониманию вот этих происходящих процессов. И как-то мы устроены так, что русский дух, он начинает пробуждаться, и мы входим в свою силу, когда есть как раз некая вот эта идея отстаивания интересов, есть действительно миссия, тогда мы готовы вступать в борьбу, мы готовы вступать в бой. А когда мы начинаем заплывать жирком, и слишком комфортно у нас все становится, то мы ленимся, наш дух, он начинает быть таким вот угнетенным, да, наша душа, она в спящем таком режиме, и, в принципе, люди, они не живут, они существуют. И, конечно, в нашем духе есть вот эта борьба, она в нас заложена, сама история, да, наша генетика, наши гены.
Более того, все-таки мы, наверное, в плане ценностей тоже находимся в большем равновесии, нежели та же западная система ценностей, где фокус исключительно был на материальное. И нам сейчас очень важно все-таки всем нациям, всем народам перестать вот это вот там, извините, срач такое везде на Фейсбуке, вот я смотрю, когда вот у них настолько триггерит каждый раз, вот даже песню Газманов выложил, да, там, где у него про разные народы России, ну, понятно, что он не может там все там 100 с лишним народов в песне перечислить, но нет, там уже у людей претензия. Нас не упомянули, или наоборот, а что вы нас вспомнили, мы к вам отношения не имеем. Ребят, что у вас за незрелая позиция? Это, знаете, это незрелость, это абсолютно какие-то комплексы неполноценности. Вот что, куда ни ткни, одна сплошная неполноценность. Ну вы займитесь своим взрослением. Хватит везде выискивать какие-то у кого-то недочеты, и как будто кто-то пытается по вам проехаться. Вы поймите, что это ваша проблема. Если вы сейчас обиделись, что вас где-то не упомянули, это вы обиделись, это не вас обидели, уже прекращайте. То есть сейчас задача, наоборот, крепнуть изнутри. Потому что пока мы занимаемся внешней политикой, да, и там самая верхушка, внутри, как бы внутрянка, это наша задача. Не надо все время перекладывать ответственность тоже, опять же, на тех же политиков, на власти и прочее. Мы видим, что происходит. Сейчас уже есть республики, которые пошли по стопам, вот как я сказала, этой грязной тропой. Понятно, что западные там товарищи, да, тамбовские, они уже поняли, какие они сделали ошибки в той же Украине, да, на Украине, в Украине. Сейчас и точно до этого еще докопаются. Специально оставлю это так. Посмотрим. Так вот, и они уже будут делать следующие проекты в следующих республиках с учетом этих ошибок. Так вы поймите, наша задача сейчас, наоборот, укреплять вот эти вот связи, чтобы внутрянка в России, дружественные все республики, да, бывшие вот СССР, чтобы мы между собой не собачились из-за, ну, по сути, чьих-то амбициозных, жадных целей. Причем настолько мерзопакостных, что мы даже представить себе не можем, что у этих людей в их больном разуме происходит. Я сейчас про такие глобальные вот эти все вещи. Если вы смотрите правильные каналы и читаете правильные книги, правильные послания слушаете, которые передают нам высшие силы, в том числе, указывая на прорехи, указывая на то, что происходит, сколько насилия. Если мы это будем исправлять сами в себе, то мы выстоим. И если нет, нас всех просто здесь, ну, сделают из нас стадо и будут с нами делать все, что хотят. Свиней скрещивать с людьми, там еще у кого-то. Эти опыты, они опять повторяются. Это было когда-то. Опять эти скрещивания в этих лабораториях подземных, да, эти генетические. Чего только нет, каких страшных вещей, о которых мы вот так вот и не видим. Их уже даже и скрывать-то перестали, по большому счету. Переслушайте еще раз послание, подумайте о том, в каком обществе вы хотите жить. А если вы считаете, что вас лично это не касается, ну, сори. Тот, кто считает, что это к нему не относится и его никак не коснется, ну, наверное, пострадает в первую очередь. Потому что жизнь, она всегда будет показывать то, что человек видеть не хочет. Да? Всех благ!